Привет, друзья! Меня зовут Сергей. Я уже 3 года живу в Америке, 2 из которых вот в этом доме. И я скоро планирую с него съезжать, поэтому пора заняться предпродажной подготовкой. Я спросил у подрядчиков, сколько будет стоить переделать вот эту дорожку на заднем фоне и клумбу, и они заломили 2,5 штуки баксов. Естественно, я их послал куда подальше и решил сделать все это сам. Но у вас когда-нибудь было такое, когда вы думаете, что это небольшая работа, а в итоге это превращается в целый проект? Вот и у меня так получилось. Сегодня мы проверим, сколько реально стоит DIY в Америке, сколько на этом можно сэкономить, и в конце мы посчитаем все расходы, чтобы понять итоговую сумму. Ну что, погнали! Не так давно я уже сделал часть работ для того, чтобы привести в порядок эту клумбу. Я убрал старую ткань, которая предотвращала попадание сорняков, ну и, собственно, прорастание сорняков через мульчу. Я полностью заменил мульчу, положил новую, и затем я убрал старые камни, которые были вот, ну, примерно как здесь выглядят на дорожке, и заменил их вот такими декоративными камешками, которые я купил в Home Depot. Ну и посадил немножко цветов здесь также. Здесь еще есть чем позаниматься. Во-первых, я хочу подрезать вот эту ткань. Во-вторых, я хочу избавиться от сорняков, которые прорастают через вот эту вот гравийную дорожку. Ну и может быть, что мы еще заменим вот эти камни на точно такие же, чтобы все получилось аккуратно и одинаково выглядело. А это что такое у нас тут? Тут, короче, все прогнило. Какие-то камни. И, походу, можно ее переложить, вот эту ткань. А с другой стороны, через этот камень ничего расти не будет. То есть растет по краю. Ну а вот это вот откуда здесь? Тут тоже вроде камень какой-то. Давайте посмотрим, что там внизу. Какие-то, блин, офигеть. Откуда это? Оно в песок прям вросло. Так, ладно, давайте посмотрим, что там снизу. Тут просто бетон. То есть оно в песке и в этом бетоне растет. Вот этот вот корень куда тут уходит? Вон оно как. То есть по всему песочку доросло аж до сюда. Вот это дела. Вот дела. Оно просто, короче, наверное, по краям бетона вот отсюда растет. Да, походу лучше это все быстренько разобрать, почистить. Можно здесь чем-нибудь обработать химозой и собрать обратно. Но получается, мы здесь не только пропалываем, а полностью все переделываем, чтобы было по красоте. Заодно и новые камешки положим. Ну что, погнали?
Ну что, начнем уборку. Я для того, чтобы помыть бетон, купил вот такую штуку Simple Green. Она стоит $19. И, соответственно, тоже купил насадочку, чтобы все это дело заливать. Насадка стоит $25 на Амазоне. Сейчас все будем дело это распаковывать, разбираться, как все это работает. Так, ну будем надеяться, что оно подойдет. Но что-то мне подсказывает, что нет. Так, баночка для разбавления. Так, а как это все? Ага, это в банку идет. Это идет типа сюда. Но чтобы это пошло сюда, мне нужна специальная насадка. А у меня этой насадки нету. Хотя вот есть что-то тут. Ну тоже здесь, блин, короче, облом. Моя насадка не сработает. Придется распылять старым способом. Ну что, камни уложили, порядок навели. Теперь осталось самое интересное. Во сколько же мне все это обошлось? Давайте посчитаем. Ну, в основном расходы выглядят так. В первую очередь, это геотекстиль. Мне потребовалось примерно 50 метров. Это 2 рулона ценой $85 суммарно. Следом мне нужны были крепления, такие гвоздики, чтобы крепить вот этот текстиль к земле. Они стоили $23. Ну и затем мульча. Более 40 мешков ушло. $2 за мешок. Суммарно $82. Затем вот вся вот эта красота, вот эти краски, вот эти растения, однолетники, многолетники, там и сям ушло $128. Ну и самая дорогая часть расходов, это оказались вот эти камни. Ушло больше 100 камней, и каждый стоит порядка $2. Таким образом, общий итог $567. Но это еще не все, как вы видите. У меня к вам вопрос, что же все-таки делать вот с этой дорожкой? Я вижу как минимум 3 варианта. Вариант номер 1 – это оставить все как есть.
Выглядит, в принципе, неплохо. И без суеты, без волокиты можно и так ходить, да. Вариант номер 2 – это положить плитку, фабянинскую плитку или что-то типа такого. Все аккуратненько присыпать, выровнять. Думаю, должно быть красиво. Ну и вариант номер 3 – это залить тонкий слой бетона, скажем так, восстановить прежний вид. Понятно, что это более трудоемкая работа, но мне нужен ваш совет, чтобы определиться с дальнейшими планами по этой дорожке, которыми мы вместе с вами и займемся. Так что пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. И есть еще один вопрос, финальный. Вот потратили мы $567 и пару выходных. А стоило ли оно того? Как вы считаете? Прибавит ли это хотя бы $1000 к стоимости этого дома? Если вы досмотрели до этого момента, я предположу, что вам понравилось мое видео. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Это самая лучшая поддержка для начинающего канала. Спасибо, друзья. До встречи в следующую субботу в следующем видео. Пока-пока.